Слушайте внимательно, потому что дальше будет мощь. Вы давно ждали настоящего разгона перед боем? Так вот он, прямо здесь. Грядет событие, которое сотрясет весь мир единоборств. UFC возвращается с номерным турниром, и это не какой-то проходняк ради галочки, нет. Это карта, от которой кровь закипает в жилах. Это то, что заставит нас сидеть у экранов до самого утра. И вот что важно, на этих выходных не было драк. Пустота. Ни тебе разборов, ни тебе хайлайтов. Все мертвое. Даже встреча Брайана Ортеги с Альджимейном Стерлингом, на которую многие надеялись, так и не случилось. Но, парни и девчата, не стоит переживать. UFC уже катит на полном газу к следующему событию. И это будет UFC 320, где уже объявлена полная карта боев. И, честно говоря, карта вышла очень добротной. Главный бой вечера – реванш. Ян Блахович против Алекса Перейры. Второе столкновение этих гигантов, и там отдельная история. О ней я поговорю позже в другом ролике. Но сейчас наш фокус на главном событии – Мераб Двалишвили против Кори Сэндхагена. И, мать его, это, пожалуй, один из самых интригующих поединков, какие только могли придумать матчмейкеры UFC. Почему? Да потому что грузинский машина уже вынес почти всю верхушку дивизиона. Он пробил всех подряд, оставляя после себя выжженные поля. И вот теперь против него выходит человек, которого нельзя назвать простым клиентом – Кори Сэндхаген. У этого парня свои козыри – мобильность, работа с дистанции, постоянная смена стоек. Казалось бы, идеальный набор для того, чтобы мешать Мерабу. Но давайте сразу без лишних иллюзий. Первым делом я тоже сидел на заборе, думал, а вдруг Кори сможет удивить? Может, он реально подловит Мераба на чем-то нестандартном, вырулит через хитрость и технику. Уже почти начал собирать ролик в стиле «Эй, парни, Сэндхаген имеет реальный шанс». Но чем глубже я копал, чем больше пересматривал их прошлые бои, тем четче понимал – нет, не получится. Потому что Мераб сейчас на таком ходу, что остановить его – это задача уровня «поднимите Эверест с голыми руками». И это не фигура речи. Чувак в свои 33-34 года не просто держится, а наоборот прогрессирует. Он добавляет мощь, он учится финишировать соперников. И даже если у него не всегда выходит закончить досрочно, давление, которое он оказывает, ломает людей. И вот я скажу честно, в этой схватке я вижу одно – Мераб будет доминировать, причем не просто забирать раунды, а катком проезжать по Кори, стирать его в пыль, навязывать бой в таком темпе, что Сэндхагену придется работать на пределе выносливости с первой и до последней минуты. И вот тут сразу хук для вас, ребята. Представьте, как будет выглядеть Кори после 5 раундов, если его весь бой будут колотить коленями в ноги, давить к сетке, ронять, месить граунд-энд-паундом. Представили? Так вот, я думаю, мы это увидим. Смотри, чтобы понять всю картину, надо четко разложить, кто такой Кори Сэндхаген и чем он реально опасен. Этот парень не мешок, не середняк, которого Мераб возьмет на раз-два. Кори – это один из самых техничных и креативных бойцов в легком весе. Его стиль – это постоянное движение, работа с дистанцией, странные углы атаки, удары из неожиданных положений. Он может пробить коленом навстречу, может закрутить соперника в клинче, может накидать сериями и тут же исчезнуть. Не зря его зовут Сэндман. Он будто усыпляет своих противников этим ритмом. Раз – удар, два – шаг назад, три – крутится в другую стойку. И да, именно это делает его опасным для любого борца. Ты идешь вперед, а он тебя встречает локтем или коленом. Ты пробуешь сближаться, а он уже на другой стороне клетки. Ну давай будем честными. Есть в этом и огромный минус. Сэндхаген не всегда умеет держать темп на уровне топовых грэпплеров. И если его начинают прессинговать, если его ставят к сетке и душат с каждым раундом, он постепенно ломается. Мы это видели. В бою с Альджимейном Стерлингом, например, Кори выглядел растерянным. Его просто затянули на землю и заставили страдать. И знаешь, что самое интересное? Мераб в этом компоненте еще более свирепый, чем Алджо. Он давит сильнее, он работает быстрее, он делает тейкдауны бесконечно. Ты можешь встать? Красавчик! Но он тебя снова уронит. Ты поднимаешься еще раз? Молодец, держишься. Но он снова хватается за ноги, снова переводит.
И так без остановки, пока у тебя легкие не начнут гореть, а мышцы не превратятся в бетон. И вот здесь начинается самое страшное для Кори. У Сэндхагена есть оружие, техника, креативность, но у него нет такой безумной выносливости, как у Мираба. В этом и кроется главная проблема. Когда машина грузинская начинает набирать обороты, ее уже не остановить. Ты видел, что он делал с Петром Яном? Это был просто учебник по уничтожению. Ян парень, которого боялись все, человек с железной стойкостью. Но Мираб его задушил темпом. Ян в конце боя выглядел как выжатый лимон. Не потому, что он слабый, а потому, что его вымотали, высосали всю энергию. И теперь представь Сэндхагена в этой роли. Да, он будет пытаться прыгать, уходить на ногах, кидать удары, но это как пытаться остановить цунами ведром. Ты можешь плескать, можешь отбиваться, но вода все равно накроет. Кстати, отдельный момент. Психологический. Мираб сейчас на таком подъеме, что у него глаза горят. Это тот тип бойца, который уже не просто дерется ради победы. Он дерется ради титула, ради того, чтобы забрать пояс, ради того, чтобы войти в историю. А такие бойцы самые опасные. Они не знают слова «стоп». И знаешь, что самое забавное? Многие эксперты сейчас тоже колеблются. Есть такие, кто ставит на Кори, мол, он слишком хитрый, слишком техничный. Но, братцы, давайте реально смотреть на вещи. У Кори нет убийственного удара, чтобы вырубить Мираба с одного попадания. У него нет сумасшедшей защиты от переводов, чтобы сдерживать все тейкдауны. А без этого, как ты будешь бороться с человеком, который готов падать тебе на ноги 20 раз за раунд? И еще хук для вас. Вспомните, что Мираб — это друг и главный тренировочный партнер Алджамайна Стерлинга. Они вдвоем годами точили борьбу и грэпплинг. Так вот, если Алджо уже сумел уложить Кори на лопатки, что тогда сделает Мираб, который еще агрессивнее и злее? Именно поэтому я все больше прихожу к выводу, что Сэндхагену здесь светит лишь одно – измотаться и проиграть. Да, возможно, он выживет до финального гонга, потому что у него есть характер. Но победы там я для него не вижу. Теперь давай разберемся, как вообще может пройти этот бой пошагово. Какие сценарии реально возможны. Потому что одно дело общая картина, а другое конкретные моменты, которые будут решать судьбу поединка. Итак, гонг, первый раунд. Что делает Кори Сэндхаген? Он всегда начинает легко, расслабленно, с дистанции. Его главная задача сразу накидать джебов, подловить Мираба на встречных движениях, заставить его подумать: «О, это не так просто». Он будет щелкать по корпусу, по ногам, мешать, раздражать. Кори не дурак, он понимает, что давать Мирабу сразу включиться в борьбу – самоубийство. Значит, он будет пытаться держать его на расстоянии. Что в это время делает Мираб? Он не будет суетиться, мы же знаем его стиль – давление, давление и еще раз давление. Он пойдет вперед, не давая Сэндхагену дышать. Постепенно будет зажимать углы, резать клетку и готовить первый перевод. И вот тут уже начинается веселье. Первый тейкдаун, скорее всего, Сэндхаген отобьет. Он легкий, он умеет двигаться, умеет защищаться, уйдет в сторону, вытянет ноги, может даже накажет коленом в прыжке. Но фишка в том, что Мираб не бросает попытки, он сразу идет снова, второй, третий, четвертый заход, и в какой-то момент Кори просто не успеет. Бам! И он уже на полу. А дальше включается грузинская мясорубка. Это не значит, что Мираб будет лежать и вязать. Нет, он будет активен, переходы, контроль, удары, давление. Даже если Кори будет вставать, а он будет, каждый раз это будет забирать у него кусок энергии. Каждый вставший боец знает. Одно дело подняться, другое потом снова сражаться. Сердце колотится, кислород уходит, и в какой-то момент ноги становятся ватными. Теперь давай рассмотрим второй сценарий. Сюрприз от Кори. Да, это возможно. Кори парень креативный, он любит неожиданные атаки. Представь, Мираб летит в ноги, а Кори встречает его коленом, как когда-то сделал с Фрэнки Эдгаром. Это был один из самых жестких нокаутов в истории UFC. Или он может поймать гильотину, потому что он тоже не промах в плане сабмишенов. Такой сценарий нельзя отбрасывать полностью. Но тут есть одно «но». Мираб уже сталкивался с подобными приемами, и его защита от гильотины на высочайшем уровне. Плюс он всегда атакует настолько агрессивно и непредсказуемо, что поймать его чисто очень сложно. Чтобы колено зашло идеально, нужно, чтобы он пошел в ноги предсказуемо, а Мираб всегда меняет уровень атаки, двигается, сбивает ритм.
Поэтому шанс есть, но он маленький. Третий сценарий. Бой растягивается на все 5 раундов. И вот здесь начинается самая тяжелая проверка для Кори. Сможет ли он двигаться 5 раундов против человека-турбины? Мало кто в UFC вообще способен выдержать темп Мераба. Это не просто борьба, это как будто тебя гоняют по залу без остановки. У тебя нет паузы, нет шанса отдохнуть. Даже когда ты отбиваешься, ты все равно устаешь. И чаще всего именно здесь соперники ломаются. Я думаю, что если бой дойдет до 4-5 раунда, Кори будет выглядеть так же, как Ян в конце их поединка. Уставший, измученный, с глазами полными отчаяния. Потому что он поймет, я сделал все, что мог, но эта машина не останавливается. А когда у бойца в голове появляются такие мысли, это конец. А теперь давай представим 4-й сценарий. Судейское решение. И вот тут становится интересно. Почему? Потому что UFC любит зрелищные бои, а судьи иногда обращают внимание на визуальные моменты. Если Кори будет красиво бить, кидать удары, попадать, а Мераб просто давить и переводить, то у кого-то из судей может появиться соблазн отдать раунд Кори. Но обычно активность в борьбе ценится больше. И тут у Мераба преимущество. Он не просто переводит, он работает. Его тейкдауны — это не голая статистика, это давление и удары сверху. Так что я вижу картину примерно такую. Первые раунды будут напряженные, Кори будет пытаться удержать дистанцию, накидывать удары, но постепенно машина его сломает. Либо нокаутом от удалов на земле, либо удушающим, либо просто через решение, где счет будет разгромным. Слушай внимательно. Этот бой — это не просто столкновение стилей. Это проверка, кто мужик в клетке, а кто будет играть в «я артист, я креативный, я легкий». Потому что когда дверь октагона закроется, никакая креативность не спасет тебя, если напротив стоит человек-бульдозер, который готов тебя размолоть в фарш. Про Кори Сэндхагена. Да, все его любят, у него красивый стиль, все эти прыжки, удары с разворота, тонкая работа ног, он реально классный технарь. Но все это работает, пока у тебя есть пространство, пока соперник тебе позволяет. А Мераб ничего тебе не позволит. Вообще, ноль. Он будет липнуть, он будет дышать тебе в лицо, он будет давить, как будто у тебя на плечах сидит бетонная плита. Смотри, почему Сэндхагену будет тяжело? У него нет того, что может остановить Мераба. Да, у него есть удары, но они не настолько жесткие, чтобы выключить человека одним попаданием. Колено в прыжке. Да, шанс есть, но это лотерея. А в остальном? Он будет щелкать, будет набирать очки. Но это не остановит давление. А когда тебя прессуют 25 минут, твои щелчки — это просто фон, который никого не пугает. Мераб же работает как проклятый. Он не останавливается ни на секунду. Вот именно это качество и ломает соперников. Ты можешь быть техничным, ты можешь быть быстрым, но когда тебя душат темпом, у тебя в голове щелкает «я устал», «я не могу», и все, психологический крах. С этим сталкивались все, кто дрался с ним. И самое главное, у Мераба есть железная дисциплина. Он не ведется на эмоции, он не бросается вперед, сломя голову. Он как шахматист, но в теле борца-убийцы. Он строит давление грамотно. Сначала срезает углы, потом заставляет тебя уйти к сетке, потом цепляет за ноги. И ты думаешь, фух, отбился. Но он снова идет, еще раз, еще, и это бесконечно. Сэндхаген может выжить первый раунд, может даже второй, но дальше начнется ад. Ты устанешь защищаться, у тебя руки будут падать все ниже, ноги перестанут бегать. И вот в этот момент грузинская машина тебя перемелет. Это может быть удушающий, и тогда Кори постучит, признавая поражение. Это может быть TKO, когда он просто не сможет защищаться. А может быть полный разгром по очкам, где у судей не останется вариантов, кроме как дать все 5 раундов Мерабу. Я скажу жестко. Этот бой — это дорога в один конец для Сэндхагена. Он может надеяться на чудо. Но чудо не произойдет, потому что чудеса случаются с теми, кто готов. А готов здесь именно Мераб. У него бешеный опыт, у него кардио, у него железная психика. Он не просто выйдет за победой, он выйдет, чтобы доказать всем, что именно он достоин титульного боя. И давай будем честны, UFC давно ищет, кто реально бросит вызов Алджамейну Стерлингу, Шону О'Мелли и всей этой компании. И вот он, Мераб Двалишвили.
Он не звезда Инстаграм, он не делает вид, что он шоумен. Он просто выходит и уничтожает. И вот это настоящее. Настоящий спорт. Настоящая мужская работа. Так что, ребята, если вы ждете фейерверка от Сенхагена, забудьте. Этот бой станет демонстрацией того, как техника ломается под давлением. И я уверен, Мераб пройдется по нему как каток по асфальту,